Guten Tag, дорогие друзья, здравствуйте! Я в нашем садовом товариществе, которому уже более 30 лет. Новые люди прибывают, но костяк, как говорится, остается. Сегодня я иду в гости к пожилой паре, к швейцарцам. Они здесь, наверное, 20-30 лет, не знаю, сейчас спросим. И вот с удовольствием содержат свой участок и пригласили меня к себе в гости. Hallo, Freunde! Hallo, das ist Pierret und Beat. Pierret и Beat. Я была у них в прошлом году в их прекрасном садике, огородике. И вот я опять здесь. Давайте, друзья, посмотрим, что они посадили. Вы посмотрите, какая красота, какая аккуратность. Все под линеечку, все очень красиво. И не только красиво, а все выглядит очень здоровым. Прекрасно. Сейчас постепенно. Ich komme zu Tomaten. Все делаю с разрешения. Они меня пригласили. Очень хорошие люди. Черри томаты. Это черри. Черри томаты. Черри, ага. Вот все цветет. Кисточки уже скоро будет завязывать. Здесь. Вот подвязывают тряпочками. Все удобненько. Все мягко. Ничего не трется, не ломается. Все прекрасно. Потом 2 ряда лук, цвибл. Цвибл. Так, зайду с этой стороны. Здесь. Это, друзья, селери. Это сельдерей. Она говорит на французском, он на немецком. Так что мы чуть-чуть понимаем друг друга. Это мангольд. Это мангольд. Так, какая свекла уже хорошая. Прям хорошенькая подросла. Ну, кустиков 20, наверное. Здесь еще томатики влепили, как и я это делаю. Остатки, наверное, может, пасынки убрали и посадили. Мангольд растет. Ой, этот базилик. Базилик. Darf ich hier? Да, это цукини, друзья. Ну, по-нашему кабачки, да? Вот. Was? Ага. Aber hier ist schon Zucchini gekommen. Он говорит, там цветет, и я говорю, а здесь уже плод даже есть. Вот, ранние, хорошие кабачки, зеленые, кустовые. Видите, наверное, они плестись не будут. А вот так кружочками, кустиками так и останутся. Сколько здесь? 4 цукини. Вот, всем хватит. Дальше пошли баклажаны, опершинен. Баклажаны. Ой, уже завязали. Вы видите? Уже есть зависть. Но это все покупная рассада, конечно, поэтому оно раннее все у них. Покупают они. Сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, ну где-то 10. Цветет, завязывает все прекрасно. Даже в такую жару. Вот. Так, выхожу на эту линию. Здесь перец, паприка, рот oder gelb? Она говорит, я не знаю, но что-то вырастет. Что у нас здесь? Уже завязал, видите? Перец уже завязан. Вот надо же так рано. У меня только бутончики появились, а здесь уже перчинки висят. И даже вижу перец. Перец, друзья. Вот. Ну и перца где-то растений 20. А между перцем посадили салаты. Так, выйду на эту сторону. Видите, все подвязано такими деревяшечками. К деревяшкам вот такие тряпочки. Все аккуратненько, все беленькое, ровненькое. И растут салаты. Салаты тоже вперемешку. Такой сорт. Потом дубовый лист, насколько я знаю. Это, наверное, тоже дубовый лист, но другая разновидность. Все, перец здоровый, молодцы. Бонен. Бонен. Фаве – это бобы. Это бобы. Ага. Я уже знаю на итальянском фаве – это бобы. Вот, ну у них бобы, а может и фасоль. Бобы
Это фасоль, друзья, похоже на фасоль, не на бобы. Бобы немножко по-другому выглядят. Вот, это фасоль и, скорее всего, кустовая. 2 рядочка. Все, видите, не травинки, все полито, все окучено, видите, подгребли прям к растениям все. Здесь еще чили, паприка, это острый перец. Острый перец. Ну, тоже растений 10. Все. Они очень усиленно рассыпали органику по огороду. Я в каком-то репортаже вам показывала. У них весь огород был засыпан органикой, отходами с кухни нашей. Так, лук. Лук. 2 рядочка. Здесь смородина черная. Вот уже меняет цвет. Черная смородина. Розочки, цветочки покажу вам потом. Сейчас зайду к томатикам. Томатен. Ich habe gerne Tomaten. Вот, посмотрите, какое сооружение у них сделано. Все делают своими руками. Вот. Каркас деревянный. Натянули пленкой. Подвесили сюда шнуры. Прикрепили. Хорошо прикрепили. Скользить не будет. И вот томаты. Welche Sorten Tomatensorte sind das? Weißt du nicht? А, Berner Rose vielleicht? Nein? Они не знают даже. Ну ладно, видите, им не важно. Они сажают, наверное, берут то, что им нравится. Но еще, конечно, у нас недостаток общения, потому что она на французском говорит. Он тоже на французском, но на немецком чуть-чуть. Ой, висят томаты. Вот, висят. Schon mit Tomaten, а? А здесь цветет. Так, здоровые. Видите, какие крепкие растения. Посынковали. Все правильно. Вы умнички какие. Ни одного пасынка не вижу. Все сделано тип-топ. Здесь томаты тоже висят. Вот так. Вот с этой стороны сейчас зайду. Ну, похоже на ребристый какой-то томатик. Не знаю. Будем наблюдать. Приду еще в середине лета в гости. Посмотрим, какие они там плоды вырастут. Здесь цветет все. Вот обвивают веревочкой. И колышки стоят для основания. А потом подвязывают вверх. Прекрасно. Очень мне нравится. Земля не замульчирована. Но вот полита. Все, ни травиночки тоже нет. И вот базилик растет возле томатов. Отпугивает всякую живность. Молодцы, умнички. Так, идем на другое крыло. Вот какой тут репортаж у нас получился. Это огурцы. Вот огурцы уже тоже хорошие. Ой, я вижу там даже с плодами. Сколько огурчиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, где-то тоже 10 огурцов. И вот первые. Первый уже есть. Первый пошел. Ой, молодцы, у них ранний получается урожай. А вот кукуруза посажена. 1, 2. И вот здесь 3. И здесь 4. Все-таки кукурузу вот пару кустиков посадили, полакомиться. И хорошо. Сетка натянута, видите, с задней части вот парника. Этого сзади вот эта сетка. Арматура прикреплена, сетка, все. Квалитет. Качество, говорю, и молодцы. Так, здесь какая-то капуста. Это похоже на совойскую, друзья. Совойская, она такая волнистая, немножко остренькая, листики в конце. Так, еще какая-то. Базилик везде. Вот еще базилик растет. Здесь недавно посажены салаты, видно. Маленькие. Прекрасно. Перец еще. И вот базилик. Так. А это баклажаны. Сколько? 3 кустика баклажанов. А там перец уже какой высокий. Посмотрите. Прям высокий. Сантиметров, наверное, 60 может быть. 50-60. Здесь тоже базилик. Салаты. Салаты украшают всегда огород.
Очень красиво смотрится. И фенхель очень красиво смотрится. Посмотрите. Вот листья вот эти вот как похожи на укроп, но они такие мощные. Их выходит тут очень много, этих листиков. Даже в народе, по-моему, фенхель называется укропом, аптечным укропом, насколько я знаю. Вот он очень похож на укроп, этот фенхель. Много фенхеля. Я немножко посадила, потому что это, конечно, нужно любить. Это растение есть. Аромат такой специфический. Вот, но они, наверное, любят фенхель. Швейцарцы едят фенхель с удовольствием. Вот такой красивый огородик. Так, виноград. Фильтров. Вот она мне говорит, можешь остановиться? И привела меня сюда. Говорит, я хочу показать свои цветы. Или что это? Салат. Вот. А, это... Лату. Ой, как это на... О, выскочила у меня из головы. Напишите, или я потом напишу, как этот салат называется. Видите, какой. Он высокий. Ой, как называется, забыла. Выскочила. Вот здесь у них компост. Das ist Kompost für Kompost oder nicht? Нет. Ага, я, значит, неправильно поняла. Они вот тут, видите, грядку сделали специально для салата, чтобы никакие слизни сюда не пробирались. Ну, вот там и гранулы я вижу. Гранулы от слизней. И вот так огорожена эта часть. Сорвали маленький качанчик, съели. Потом вырос другой, можно досаживать. Удобненько. Где-то сантиметров 40. Это высокая грядка. И на 2,5. Где-то так. Ну, нормально. Не сильно высокая, не сильно длинная. Вот для салатов отлично. Очень хорошо. Ну, вот тень немножко с этой стороны падает. Вот зайду с этой стороны. Ой, как розочки. Посмотрите, как красиво. Ой, как красиво. Супер. О, это уже прям качан хороший какой. Уже можно есть. Вот. Я вот этот салат люблю. Он такой хрустящий. Как называется? Не знаю. Это, по-моему, айсберг. Айсберг, насколько я знаю. Вот. Такая у них вода. Здесь баки стоят. Все продумано. И инжир. Вот инжир. Kommt es fein oder nicht? Reif? Kommt es reif? Ja, говорит, созревает. Созревает инжир. Красиво, большое дерево. Wie lange seid ihr? Wie viele Jahre hier im Garten? 22 Jahre. Ага, 22 года. Wenig. Ага, немножко меньше, чем 20 лет, да. Ну вот они тоже каждый день здесь. Мы видимся, здороваемся. Но сегодня пришла к ним в гости. Так, сосед у них, по-моему, итальянец. Итальянер, Нахбар, да. Не знаю кто. Может, в лицо и знаю, а так не видела. И вот какие цветы. Вот какие у нас цветочки. Здесь герань. Герань. Красный цвет люблю. Тоже в таких горшочках, как и у меня. Поливать нужно каждый день. Ну, здесь немножко как тень, поэтому не пекутся на солнце. Так, там их зона отдыха. Вот посмотрите, здесь все. Наш гартен закончился. Видите, закончился. И пошла посадка, там какая-то речка. Здесь можно получить, правда, ветерок и прохладу, потому что прохладненько так, прохладно. Вот они поэтому сидят, тут музыка, хорошо им. Вот как получается. И делают гриль, есть мангальчик, есть, все есть. И водопровод поливают, все в норме. Виноград не болеет, у меня почему-то болеет, клещи атакуют. Уже 2 обработки сделала и не помогает, надо еще делать. Листики здоровые, хорошие. И завязал много винограда. Weiß Trauben oder schwarz? Schwarz. Ага, темный виноград, черный. Хорошо, много завязал. Ой, у них как прохладно. Вот поэтому они приезжают сюда с утра и до позднего вечера. В такую жару только вот какой горшок. Только здесь нужно находиться. Им повезло. Вот от посадки той хорошо можно получить прохладу. Так, сейчас выйду на розочки. Розочки у нас здесь. Красивые.
цвет прекрасный, такой открытые шапочки с желтой серединкой. Так, ну петуния красавица в горшочке, смотрится очень красиво. Видите? О, смородина красная. Я первый раз здесь увидела в нашем сообществе красную смородину, да еще и какую шикарную. Это все, друзья, один куст, насколько я вижу, и усеяно, все усеяно смородиной. Супер, а? Это надо же, вот без пробелов, да, говорит, хорошо, все завязала, ничего не опало, морозы не повредили. Сколько просто, вот еще недельку-две, и можно будет снимать, не знаю, делают варенье, джем или что ли, просто едят, или компот делают. Так, здесь какая красивая роза, тоже высокая. Сейчас понюхаю. Да, есть такой слабый аромат, но он есть. Вот. Так, ну и этот цветок, подскажите, как называется? Вот я не очень хороший специалист в цветах, но красиво смотрится. Наверное, все лето, да, стоит себе. Он, по-моему, собирает влагу и может даже без полива, насколько я знаю. Забыла, друзья, скажите, как называется. Красивый, прям где-то сантиметра 80 в ширину. Так, идем дальше. Этот кустарник. Тоже замечательный. Вот, где-то 1,70 м, как нам и полагается. Выше нельзя, заставляют обрезать. Вот роза какая-то, по-моему, такая же, как там была. Сейчас понюхаю и сразу узнаю. Да, слабый аромат, но он есть. И здесь такая же, да, 3 розы. Ну, вот этот куст смородины черной. Вот если со стороны посмотреть, вы видите, какая красота, как люди получают удовольствие от огорода. Вот это ж нужно прям не без травиночки, без ничего, даже в такую жару приезжают и ухаживают за своим огородом. Мне очень нравится, друзья, что люди любят и занимаются огородом. Vielen Dank, das ist super Garten. Вот Перед говорит, здесь тоже поселился, я вам уже говорила, что 2 года как новый здесь огородник, и вот он помогает этим нашим людям, которые сегодня попали в кадр, потому что они друзья. Я сейчас спросила, когда он приходит, он говорит, в 6:30 приходит, рано утром. Я говорю, ну надо заглянуть и тоже снять его огород. Здесь ни разу не была, честно сказать, но мне очень хочется. Парень очень приятный, мы с ним на собраниях всяких очень часто встречаемся на парковке. А вот в гостях я еще не была. Где-то 2 года, да, как он приобрел этот участок. В общем, это моя следующая цель. Tschüss, vielen Dank. Так, ну, с этой стороны сейчас пройдемся, посмотрим, что еще тут люди выращивают. Все, посадил итальянец, вот сосед наших героев сегодняшних. Итальянец Антонио, я знаю, а на лицо, не знаю, как он выглядит, может и знаю, но ни разу здесь его не наблюдала. Следующий участок, вот, посадили они фасоль, такая шикарная, вот эта шпалера. В прошлом, позапрошлом году, этот участок был на продажу, его продали, и не знаю, здесь, по-моему, какие-то молодые люди, но вот фасоль, мне кажется, не посадили, не вижу я там возле этой шпалеры. Фасоль шикарная просто росла, ну грех не посадить, уже стоит все готовое, только посадить. Ну, может, сделают и горошек впереди. А вот та самая геотекстиль, которую я вам недавно показывала, несколько лет, вот перец посадили они туда, салаты посадили. С этой стороны вот арка у них как отличительная черта, как визитная карточка этого участка. Но здесь был португалец до этого, я его хорошо знала, но они уехали. Поэтому здесь кто-то сейчас другой, а кто, не знаю. Морковь уже хорошо взошла, морковь, дальше там редис, свеклы очень много, вот это все свекла. Для наших 2 соток
половина одного крыла в свекле – это многовато. У меня все в томатах, а вот люди выращивают совсем другие овощи. Кто что любит, тот выращивает. С этой стороны, как я вам уже говорила, все очень красиво, все в статуэтках, декорациях, в цветочках, кустарниках. Приятно глазу глянуть. Очень красиво, все в таком синем цвете. Ежики, какое-то колесо с цветочком. Там цветы. Вот, кстати, сегодня посеяла вот эти вот голубые, как они называются. Сейчас я зайду, а то там тень падает. Вот. Как эти цветочки называются? Пишите, друзья, мне нужно, я уже подумываю, вы мне пишите название цветов. Я, наверное, буду подписывать себе на бумажечках и наклею там у себя на веранде, чтобы они, эти названия были перед глазами, и я не забывала. Потому что, конечно, вы мне напишите название, но я через минуту все забыла. А мне надо знать, хочу все знать. Ну, гортензия, это видно, петушок такой. Это бархатцы. Красивый домик, ухоженный, покрашенный, все с ним в порядке. Вот жар-птица какая красивая. Красавица. Здесь птички тоже голубые. Лампы стоят. Заряжаются днем, а ночью они дают свет. Все продумано. Так, с этой стороны тоже шарики, розы. Почвопокровные, скорее всего, маленькие такие. Так, что это за украшение? Это какой-то вентилятор какой-то. Вот. Ну, здесь не ухожено. Видите, как обидно. Ну, наше начальство знает. Есть штрафники, которые имеют участок и ничего не делают. И вот как с ними бороться, никто не понимает. И письма пишут, и звонят, и штрафы какие-то там им присылают. Ну вот как стоит, это годами все не убрано, так и не двигается с места. Альберта, кстати, он мне привозил и привозит все время скошенную траву. И я вот слышала, что он хочет огурцы посадить, а у меня самосева много в теплице выросло. Я ему хочу отдать, но не вижу его сейчас. Он тоже здесь каждый день. Но во времени, бывает, мы не всходимся. А может, он и там. Альберто! Может, спит. Сейчас обеденная пауза. Там дверь открыта, вижу. А может, пошел куда-то. Открыта дверь. Тот участок, который приобрел кто-то, не знаю, еще не познакомилась. И идем на дорожку. Есть такой небольшой путь здесь, сокращающий наши секции. И можно побыстрее выйти к моему участку. Так, ну здесь показывала. Вот камбоджийцы, те ведра, вот как у него здесь с розы плетущиеся, тоже натянутые, проволока, крепит все, как стена получается. Там, где он томаты в ведрах посадил, многие пишут, что, наверное, без дна. Может и без дна, но сейчас еще раз посмотрю. Нет, есть поддончики, друзья, вижу поддончики. Это, скорее всего, просто в горшках, поэтому они себя чувствуют не очень хорошо. Если бы не было дна, а корни шли дальше в землю, было бы лучше. А он в горшках просто посадил, и все. Кукуруза. Так, ну лаванда скоро начнет. Скоро тут шмелей будет много. Каждый месяц какое-то растение преобладает, поэтому красота сохраняется. Весна, лето и осень. Это наша начальница, здесь ее участок. Она была, уже ушла, Соня, секретарь наша. Вот у нее как пионы расцвели. Ой, пчелы летают, лаванда уже потихоньку распускается. Красиво тоже, много у нее цветов всегда. Так, видела камбоджийку нашу. Вот они поставили этот шалаш уже, палки так в форме конуса. Будут огурцы обвивать эти палки.
посмотрим на красоту. Огурцы какие-то азиатские. Мы в этом году, друзья, я запланировала даже попросить попробовать огурец, потому что вы мне писали, почему не попробовали? Надо попробовать. Если что-то необычное, нужно знать вкус этого необычного овоща. Попробую. Так, а там томатик. Вот она вчера, я прохожу, она говорит, твой томат цветет. Да, вот он самый большой, с палочкой. И говорит, уже цветочки есть. Мечта Людмилы. Я ей дала. Так, огород подруги зайду в какой-то другой раз, когда она будет на месте. Джонни посадил томаты. Вот я ему все-таки принесу сюда. У меня стоят его 2 томата, которые я ему хочу подарить. И уже стоят сколько? Больше месяца, наверное. И вот он уже посадил под спанбонд томаты. Не знаю, какие, наверное, покупал. В прошлом году они как-то выращивали со своей женой. Вернее, не жена, а подруга, но делали сами рассаду, выращивали. А в этом году она уехала сейчас до июня. Ее еще нет в Швейцарии, поэтому он один тут хозяйничает. Не вижу его, он, наверное, вечером после работы приезжает. Ну и вот наше крыло, тут все бушует. Это итальянец, его огород. Вчера утром он приезжал, я утром приезжала. Мы с ним немножко переглянулись, потому что разговора у нас особого нет. Он на французском, я на немецком. Не общаемся. Так, только привет, пока. И ручкой помашем друг другу, все. Ну и вот мой огород. Занимаюсь подвязкой, занимаюсь посынкованием. Ну, поливаю по утрам, конечно. Сейчас нужно полив, особенно вот для этих всякой зелени этой. Кабачки мои чуть-чуть оживают, цветут. Салатики красивые тоже у меня есть. Скоро будем снимать, чтобы они были свежие, хрустящие, без горчинки. Ну вот, такой мой огород. Все, друзья, всем пока и увидимся в следующем видео. Пока-пока!